теперь у нас, если кто-то там остался, есть время тренировки. Это наш текущий проект. Это не последняя версия дизайна. Если хотите, можете написать комментарий, только можно быстрее их написать, о том, что неправильно здесь, если кто-то что-то видит. Если хочет кто-то подключиться голосом сказать, подключайтесь, я могу включить вас тоже. Сейчас я открою это сюда, если кто-то хочет что-то голосом прокомментировать. Если я знаю, как это делать. Нас осталось 3. Вот. Анастасия, Юля, хотите восполнить? Я могу вас... можете что-то сказать, если что-то видите, что здесь криво. Ну, мне кажется, тут как-то с текстом и с цветами все сложно читается, и это как-то очень сильно напрягается глаз. Все правильно. Для того, чтобы что-то вникнуть в информацию, надо сильно напрягаться, Мгм. и это очень сильно Напрягает. сбивает. Да. Представляете, вы Да, каждый да. день будете с такой штукой сидеть. Это же ужас. Это потом очки можно себе заработать. Вот. А здесь еще, что, например, вот эта вот кнопка оранжевая, даже если просто вот тут правило 1 секунды посмотреть, оранжевая кнопка, вот эта вот оранжевая штука, это не самая важная информация на экране. Куда важнее, это на самом деле, это название файла, в котором мы находимся. То есть вот эта информация или, например, дата его создания. Вот. Или вот, например, что у нас здесь 7 новых сообщений, 1 сообщение и 7 новых, там, не знаю, внутренних процессов каких-то произошли. Вот это вот важно. А вот эта вот кнопочка, она не важная, и вот это она не важная. Потому что это просто, ну, текущая страница, она достаточно быть вот такой вот оранжевенькой. То есть здесь идет, для того, чтобы глазу найти, нужно сначала глаз попадет вот сюда, потом его надо передвинуть, и тогда глаз попадет вот сюда. Кроме того, что мы будем напрягаться и читать этот текст. Вот. А вот это у нас текущая красота, из-за которой я захотела все это затеять. Вы понимаете, когда я это увидела в LinkedIn, как, у нас новый продукт, я ему написала, сказала, ну, давайте я вам помогу, потому что, ну, надо улучшить это. То есть оно работает классно, вот. И если хотите, можете задавать вопросы, которые я до этого говорила, вот. Или, опять-таки, можете прокомментировать что-то. То есть, ну, в принципе, тут можно комментировать все, вот. Тут еще такая штучка, сейчас, вот она, тут еще такая красота появляется, если вот сюда нажать, тут еще вот попадает вот такая вот неизвестная табличка, плашечка. Вот. Мои вопросы сегодня к руководителю были этого проекта. Это не наша компания. Кто пользователь? Где это стоит? Какой экран? На устройстве или на PC это работает? Потому что если это работает на устройстве, да, там много ограничений. Если это работает на компьютере, это работает на компьютере. То есть, в принципе, там есть куда развернуться. Там больше возможностей для дизайна. Люди, которые этим пользуются, это 30-60 лет. Люди с высшим образованием, это химики, это программа для лабораторных измерений. И они не так давно выходят на рынок, то есть им надо продавать этот программный продукт для лабораторий, чтобы у них это покупали и чтобы этим пользовались. Соответственно, они не единственные игроки на рынке. И если мы будем сравнивать несколько разных, я просто не искала, не вытащила, но если мы будем сравнивать несколько разных фронтендов, разных игроков на рынке, то можно увидеть, что это немножечко отстает в том, как это выглядит. При этом работает оно прекрасно. Вот опять-таки, что плохого в плохом дизайне? Вот что плохого в плохом дизайне? Работает оно прекрасно, но продать это легко. Вот если человек закрыть глаза, не показывать экран, сказать, вот оно все классно работает, и он потом скажет, все, хочу, ну, выглядит это вот так вот. Он такой, ну, мне уже, в принципе, не важно, я знаю, что оно хорошо, но мы встречаем все по одежке, вот пробить по одежке. И пробиться через первые ассоциации, которые у нас появились в мозгу, довольно-таки непросто, если нам уже изначально там, понятно, что там какую-то фигню напрограммировали, программюги. Вот. И вот те программисты, которые за этим стоят, мы не подозреваем, насколько они гениальны и крутые, потому что мы видим только вот это, к сожалению. Вот. А если мы фокусируемся, и, в принципе, знаем и осознаем, и держим в своей голове о том, что есть UX, и он важен. Во-первых, об этом не подозревают 99% не дизайнеров. Это мой личный опыт 20 лет.
когда начинаешь об этом рассказывать или что-то делать, директору, руководителю проекта, если это не огромная компания, где действительно есть внутренний дизайнер, пока нет внутреннего дизайнера, люди об этом не подозревают. Ты им говоришь, что давайте мы вот со стороны позовем какой-то, зачем? У нас нет проблем, мы сами все сделаем. И ты, когда пробиваешься через «нет» и происходит первый опыт, после этого каждый следующий проект происходит с дизайнами, с редакторами UX, с итерациями, с работой с пользователем, каждый следующий проект. То есть больше доказывать ничего не надо, потому что настолько совершенно другой опыт от, во-первых, программистам нравится делать это, во-вторых, офигенные отзывы получаются, в-третьих, продажи, не только продукты идут, но идут продажи новых проектов тому же самому заказчику, потому что у него там за ним еще куча народу, которые тоже рады это видеть, потому что они, например, скриншот сделали, кому-то прислали, и люди видят, что, блин, а кто он такую классную штуку сделал? Потому что вы там небольшая компания, там еще чего-то. При этом на проекте 1,5 землекопа работают на самом деле. А выглядит он такое ощущение, что это там, я не знаю, уровня Диснея какая-то огромная компания им сделала. Вот, поэтому и плюс ты становишься больше командой с всеми людьми, кто вовлечен, потому что, чтобы ответить на вопросы, для кого это, тебе нужно коммуницировать, тебе надо общаться и с дизайнерами, и с программистами, и с руководителями, и с клиентами. И даже, то есть я была программистом, я это делала. Я была тимлидом, я это делала. Я сейчас продакт-оунер, я это делаю. То есть неважно, на какой позиции, вот здесь появится штучка, дальше. Мне казалось, там еще одна, неважно. Неважно, на какой позиции ты находишься, но всегда можно сказать, ребята, а вот если вот эта вот штучка, там, мы ее немножко подвинем или еще что-то, будет лучше. Люди пробуют, о, действительно лучше. При этом я не дизайнер. То есть я вот это все вижу, потому что у меня был тренинг на эту тему в Швейцарии на уровне магистратуры, ну и, в принципе, на уровне бизнеса тоже пришлось понять важность обертки, оболочки. Вот. И она распространяется абсолютно на все физические и онлайн объекты. Это часть моего фреймворка, который я собрала из моего опыта, который называется Holistic Project and Product Management. Он говорит про комплексный подход, потому что проект – это не набор тасков и задач. Проект – это огромная система, которая включает в себя огромное количество, ну, огромное или не очень людей из разных отделов, из разных профессий, из разных компаний, которые занимаются разными бизнес-процессами. Для этого нужна быть ориентировка на цель конкретную, для чего мы это делаем. Они просто нам прислали, поставьте кнопочку, мы такие, хорошо, поставим кнопочку, нафига им эта кнопочка, они сами не знают. Должно быть комплексное планирование, чтобы дизайн не начался позже, чем разработка. Они могут идти параллельно, даже, но не позже, да, когда все заканчивали уже. Даже если все закончили, как, например, с этим лабораторным продуктом, даже когда все закончили и потом делать дизайн, это тоже возможно лучше так, чем вообще никак. И идет постоянное улучшение, постоянная итерация, постоянное общение с заказчиком, с конечными пользователями и постоянное улучшение того, что мы делаем. Как я сказала, да, это любая смежная с IT-профессия. Даже человек, который вообще не IT, а для него делается этот продукт, зная вот эти принципы, он уже будет обращать внимание и корректировать компанию, которая производит, или отдел, который производит для него эти программные продукты. Размер компании также не важен, потому что не нужно держать внутренних дизайнеров. Всегда можно найти классного дизайнера со стороны. И при этом, когда мы ищем дизайнера в возрастной группе и возрасте и пола, который соответствует и похож типичным пользователям этого проекта. Например, когда мы делали для сталелитейных компаний надомные HMI, да, вот чтобы оно было удобно, там работают 40 плюс дядечки, тетенек там нету, то мы взяли дяденьку, которому 40, не 40, 50 плюс, нет, там было 50 плюс. Мы взяли дяденьку, которому было 50 плюс, и он нам делает дизайн, потому что вот он делает это не совсем идеально современно, но там современно супер нельзя, потому что для людей это будет слишком большой разрыв. Они будут себя уже некомфортно чувствовать. Вот. И опять-таки цена вот для нас, это Европа, это не Россия, цена UX, потому что UX это, например, 3-5 экранов, изначально UX. Цена этого стоит, 100 евро, 150 евро. Человек, который делает UX, ему тоже это не такое большое вовлечение, это не веб-сайт сделать. То есть если веб-сайт за 10 дней можно заказать, что мы сейчас переделаем, то UX на 5 страничек, вот видели, там всего, там грид маленький, там какие-то там фильтры, еще что-то, там не так много информации, но даже, то есть это не огромное вложение. И программистам им все равно делать некрасиво или делать красиво. У них тоже это занимает, в принципе, плюс-минус одинаковое количество времени. Дальше, все.
Отлично. Так, все, мы закончили. Благодарю за участие в вебинаре. Надеюсь, эта информация вам была полезна. Запись будет выложена на YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, отправляйте тому, кому это может быть полезно. И еще раз спасибо.